Всем привет, друзья! Это видео будет полезно для тех, кто собирается строить свою баню и задумывается над тем, нужна ли вентиляция в парном помещении, будь то либо финская сауна, либо настоящая русская баня. Итак, мы находимся у меня в бане, которая только строится и будет использоваться в том числе для коммерческого использования. Я уже установил сюда печь. Какую печь, если будет интересно, я об этом сделаю отдельное видео. Пишите в комментарии, я отвечу. И я вчера буквально первый раз ее только растопил. В процессе самого строительства у меня возникало очень много разных вопросов, потому что нюансов здесь просто огромное количество. Я пытался найти ответы как у продавцов, так и на просторах интернета, много статей перечитал. Все они достаточно немного спорные в некоторых моментах, а также, конечно же, YouTube. Он приходил на помощь, как, в принципе, и во всех вопросах. Мы всегда ищем ответы там. И хорошо бы, чтобы мы нашли нужное видео, которое действительно может помочь, потому что в некоторых ситуациях ты видишь, думаешь, что это правильно, делаешь так, а получается, что все да наоборот. И я сейчас покажу, одно из таких видео как раз я нашел насчет вентиляции, смонтировал ее и вовремя нашел, что это неправильный вариант, и я покажу, как делать не надо. Пойдем. Нужна ли вентиляция в бане? Да, она нужна. Как я уже сказал, я уже смонтировал печку, и вчера была первая протопка о том, какая печь, какие материалы я использовал. Оказалось, что я, в принципе, могу и сам плитку класть. Я об этом всем расскажу в следующем видео, если будут желающие его увидеть, поэтому пишите в комментариях. Наберется много лайков, я, конечно, об этом сделаю видео, если увижу ваш интерес. Сейчас я хочу поговорить о вентиляции, потому что я сам люблю очень и бани, и финские сауны, и часто туда хожу, и замечаю, что во многих, очень во многих банях и парилках не используется вообще вентиляция. То есть приток воздуха, в принципе, организован, потому что с этим хорошо справляется та щель, которая между дверью стеклянной и кафельным полом. Да. Но для того, чтобы был настоящий воздухообмен, необходима не только приточка, но и вытяжка. И вот с этим проблема. Многие об этом забывают, либо вообще не делают, думают, что это не нужно. Но на самом деле это очень нужно, потому что этот воздухообмен позволяет циркулировать холодный воздух, который смешивается с горячим, и тем самым легко дышать, приятно находиться в таком помещении, и нету такого ощущения, что находишься в парилке, буквально там, может быть, минут 5-10, и уже чувствуешь себя как-то неважно, и хочешь даже убежать из этого помещения, как кладовая какая-то, замкнутая. Дышать нечем, кислорода практически нет. Именно поэтому я нашел видео на YouTube, так же, как многие из вас, где рассказывали о том, как смонтировать, один из мастеров, я не буду никого там хейтить или там хвалить, я расскажу, как есть. Хороший вариант, как мне показалось, потому что обычные короба, которые продаются во всех строительных магазинах, в том числе там, в Леруа я купил достаточно недорого, и мне понравилось, что они плоские. Они плоские, и можно, получается, сделать вот эту вот басту. Имеется в виду, что все элементы готовы, да? Вот здесь вот он был сделан. Вниз мы ставим клапан, и, соответственно, он постоянно немножко приоткрыт. Через щель в двери проходит воздух, он проходит мимо печки, нагревается, и тем самым идет вот эта вот циркуляция. Да? А если у нас, допустим, так как это русская баня, я люблю, вот когда вот влажные помещения, вот, настоящую русскую баню, я не хотел финской сауны. Как только мы понимаем, что либо сильно нагрели помещение и хотим избавиться от лишнего жара, да, лишнего пара, то здесь наверху как раз еще устанавливается второй клапан. Тоже крутящийся, я сейчас его покажу. Открывается он только тогда, когда либо просушивается помещение полностью, когда уже все банные процедуры закончены, либо когда мы хотим немножко избавиться от температуры, либо от влажности. А так он всегда закрыт. Хорошая, в принципе, идея, легко монтировать. По рекомендации я также вот купил этот базальтовый картон, да, вот, чтобы она не гулкала и, в принципе, была утеплена, хотя с обратной стороны у меня также теплое помещение. И я думаю, что все хорошо.
Человек монтирует так, говорит, многие бани уже так делал, и все хорошо. И там в комментариях, когда я уже сделал все, я наткнулся на другое видео, потому что там стали говорить, что действительно пластик в парильном помещении – это зло. И он стал говорить, что нет, вы не правы, я сделаю видео о том, что действительно ничего не происходит с пластиком, он не плавится, он не деформируется, и все с ним замечательно. Я на самом деле там заранее боялся о том, что будет как бы излишней температуры, и внутреннюю часть еще проклеил вот этим скотчем алюминиевым, да? И что я увидел? Он сам, наверное, увидел и обалдел, потому что, показывая, как он с камерой залез, что произошло за 1 год. Там тоже русская баня была. И вот он снимает этот клапан и видит, что та температура, насколько там температура может быть? 100 градусов, 110, там, это вот в финской сауне, я так представляю. Там начался процесс, вот этот полностью круг, он деформировался и стал волной, полностью волной. И он говорит, да, конечно, деформация есть, сам такого не ожидал, как бы пластик не поплыл, то есть он не расплавился, то, что вы там говорили, ерунда. То есть, да, деформация есть, но пластик не расплавился. Я напрягся по этому поводу и решил изучить вопрос с пластиком. И выявил такой, как бы, доказанный факт, что пластик действительно плавится, может быть, от температуры 120-150 градусов, он начинает становиться мягким, пластичным и может деформироваться, да. Но вырабатывает какие-то вредные вещества он уже на температуре плюс 90. То есть 90-95, и у него уже невидимые глазу начинается выработка этих всяких химических соединений или чего там. В общем, вместе с паром это прям, яд, в том числе для глаз, для дыхания, для всего. И тут я просто одеревенел, потому что думаю, русскую баню хочу построить для здоровья. Камней накупил драгоценных, да, полудрагоценных. Печка чугунная, толстостенная, великолепная. Думаю, чем отделывать, то есть липой, да, либо, может быть, даже каким-то более премиальным материалом. И столько затрат, и из-за того, что с пластика, да, дешевый какой-то вариант я соберу, еще и буду получать вред для моего здоровья и всех, кто будет приходить. Именно поэтому стал эту тему изучать больше и принял решение полностью заменить этот короб, но на что? Можно вообще, конечно, без проблем найти оцинковку, но она не такая уж дорогая будет, но оцинковку я также не хотел, потому что при нагреве и при постоянной влажности цинк тоже может что-то там выделять. Я совсем не хотел этого, тем более он не такой долговечный. Другой вариант это взять нержавейку, да, 115 миллиметров. В принципе, для того, чтобы хорошо проходил воздушные массы, чтобы циркуляция была, подойдет. Но проблема в том, что я опять сталкиваюсь с тем, что она 115 плюс еще крепеж к стене. И она выходит, я отсюда покажу, чтобы было видно. Отсюда покажи, пожалуйста. Она больше, чем в 2 раза больше. Да? То есть у меня и так помещение я делал специально, так сказать, для свой рост, да, для того, чтобы утепление с этой стороны там было 10 сантиметров, с этой стороны 10, и под чистовую 2 метра, чтобы я 1,87 м хорошо вытянулся для того, чтобы как раз можно было парить и не поджимать коленочки, так скажем, как в песне. Поэтому тоже хороший вариант, даже замечательный, но его уже не спрятать за эту отделку. То есть, если бы я сейчас сделал утепление 50 миллиметров, да, плюс потом контррейка и закрыл все вагонкой, этого бы не было видно. То есть все, просто вагонка и воздушные клапана. С этим так не получится. То есть получается, нужно будет думать уже какой-то выступ, короб для него собирать, и он будет, мешать будет, если хочу сказать, да. Поэтому хороший вариант, если у вас есть возможность это все дело заложить. Но если нет, то я нашел еще один вариант, который мне крайне понравился. Опять же, это не реклама. Я просто заказал, ко мне пришел этот набор
полностью готовый, и сейчас мы посмотрим, что там есть. Набор я заказывал на Озон. Он оказался, самая лучшая цена там была. Конечно, такая цена, вот где-то 10-12 тысяч. Я думаю, что не стоит вот все, что там внутри, таких денег. Максимум, может, там 1006-7. Но там была хорошая цена, вот по акции. И потом мне нужно было 2 набора, потому что у меня 2 бани на первом этаже. И еще получаешь скидку-купон. То есть я заказал первую, получил скидку-купон, и заказал вторую еще дешевле, на 500 рублей. Итак, приехала. Что мы видим? Полный набор. Смотри-ка. Скотч уже есть. Наверное, самый-самый, я уже им работал. Самый тонкий, какой только возможен, но он есть в комплекте. Так что уже молодцы. Тройничок. И заметьте, все элементы, они собираются стык в стык. Тройничок первый в самом низу находится, он, получается, имеет даже такую трубку, сюда подключается, для сбора и отвода конденсата. И идет как раз первый клапан воздушный. Еще один тройничок, это как раз посерединке. Вот он, этот самый клапан. По-моему, сделан из осины. Немножко травмировался, но ничего страшного. Вудсон. Очень важно, я всегда хотел, чтобы с этой стороны, с обратной, также была нержавейка. Может быть, сам клапан и дешевый такой, да, выглядит. Можно и получше найти, допустим, из канадского кедра. Но обязательно, чтобы была нержавейка. Потому что в некоторых есть пластмасса. Опять же, она будет коробиться, и всякая ерунда будет попадать внутрь организма. Переход как раз вот с плоской части на круглую, и дальше мы идем уже на крышу или куда там вы ходите. Второй клапан. Камафол, базальтовый картон на фольге, как раз для того, чтобы подкладку вот к стене сделать, утеплить тем самым. И 3 элемента по 50 сантиметров самой трубы профильной. И 4-й финишный завершающий. Все они собираются достаточно просто, как конструктор, лего. Вставляешь внутрь вот этой части и потом заматываешь фольгированным скотчем. Все, никаких проблем. Единственное, что только крепежей к стене не положили, но ничего страшного. Все это дело я уже смонтировал во второй бане, мы сейчас перейдем туда, и я все покажу. Итак, мы переместились уже во второе парильное помещение, и здесь уже установлена вот эта система кубасту вентиляции. Первый элемент — это как раз вот куда мы будем устанавливать нижний клапан и внизу сборник конденсата. Потом там трубочка, она в комплекте, кстати, есть, выходит из вагонки и дальше на пол либо высыхает, либо уходит в канализацию, если есть трап. Потом элементы необходимые доборные для того, чтобы выйти на нужную высоту. И последний, на самой высоте, где-то около 15 сантиметров от потолка, да, как должен быть. Вот. И там, соответственно, у меня будет этот второй клапан, который можно будет открывать для просушки. Так он будет всегда закрыт. Либо когда хочешь избавиться от слишком большого пара, слишком большого жара, температуры. Вот. И дальше он через стену пойдет, соответственно, на крышу и будет выходить лишнее. То есть вот такой элемент. На саморезике я его присверлил. Обмотал, все отлично. Так что теперь, когда я буду устанавливать утеплитель, базальтовый вату, я, соответственно, рейку набью 50 на 50, и он туда, этот утеплитель, хорошо поместится, тоже 50 миллиметров. Пройдет фольга, пройдет контррейка, и все останется внутри. То есть теперь я буду спокоен за то, что никакие вредные вещества не будут пластиком вырабатываться, потому что это нержавейка. Конечно, она мягкая, она очень тонкая. Не то, что прям фольга, да, но... А что еще нужно? Чуть толще, чем
не знаю, банка из-под пива. Во время строительства очень много тонкостей, нюансов и вопросов. И очень хотелось бы найти нужные ответы на эти вопросы вовремя. Вот я считаю, что вовремя начал в этой теме разбираться, нашел те ошибки, которые YouTube мне рекомендует, да, делать. Вот. Некоторые люди делают так, может быть, у них все хорошо, но я не хочу так. И как бы никому не советую, да, ставить пластик, тем более, что даже если у меня русская баня и там нагрев будет 50, 60, 70, а остальное это влажный пар, да. Комфортная температура вот в русской бане 70, и дальше может быть влажность, только из-за этого идет парение. Ну а если финская сауна, то там 90-100, некоторые даже умудряются 110 и выше нагнать. Там уже, конечно, этот пластик будет выделять эти все элементы, которые будут вредны для организма, начнется кашель или еще что-нибудь. И получится, что вы вроде как идете получить полезное, приятное оздоровление, а получите только вот какой-то антиэффект. Поэтому я считаю, что хоть и материал дороже, но я сделал правильно и получил то, что хотел. Поэтому, если это видео было интересно и познавательно, то обязательно поделитесь им с другом, который собирается строить парное помещение. И поставьте лайк. А с вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока.